Добрый день, друзья мои! С вами обзор и тесты от Бородача. И я продолжаю тему мужского здоровья, мужской силы и мужской слабости. Один из самых распространенных вопросов, которые мне приходят, буквально каждый день по несколько вопросов я читаю, это как продлить свои постельные приключения. У многих это происходит очень быстро, они и их женщины недовольны. Я уже несколько способов, как я решил эту проблему, рассказывал, в частности о лекарственных препаратах, о таком препарате, как премоксетин, который является на сегодня, пожалуй, оптимальным, наверное, средством. Но и другие вещи я тоже пробовал, либо буду тестировать по вашим просьбам и буду о них рассказывать. Так вот, одно из самых популярных средств для тех, кто быстро кончают, являются презервативы с эффектом продления. У многих фирм такие есть. Я купил вот презервативы Durex Dual Extase они называются, то есть двойной экстаз. Это презерватив со специальным веществом, анестетиком, бензокаином. Он действует как анестезия, то есть замораживает нашего Василия. Василий становится менее чувствительным и может работать дольше. По крайней мере, так должно происходить. Ну а что из этого вышло, как я это оттестировал, я вам сейчас расскажу. Итак, презервативы Durex Dual Extase, то есть двойной экстаз. Пачка у меня 3 штуки. Остался один, 2 я оттестировал. Распаковывать его я не буду, может быть он мне еще пригодится. В общем, на одну сторону данного презерватива нанесено то самое вещество бензокаин, которое замораживает нашего Василия, лишает его чувствительности, и от этого он работает подольше. В общем-то, обычные резинки, но с эффектом продления. Сейчас расскажу обо всем подробнее. Значит, цена этих резинок в аптеке 230 рублей вот за такую пачку 3 штуки и 850 рублей за большую пачку 12 штук. Большую пачку 12 штук я покупать не стал, денег мне жалко, да особо они мне не нужны. Дороговато, конечно, выходит, но для тех, кому надо, тому некуда деваться. Есть фирмы подешевле, типа Contex, есть места, где еще подешевле можно их купить, заказать через интернет, может быть, когда-нибудь расскажу. Ну, короче, вот 2 штуки я оттестировал, один остался, может быть, тоже оттестирую, может быть, выкину, не знаю, как пойдет. Вообще, в своей обычной жизни я резинками не пользуюсь. Я давно и успешно женат, поэтому мне это ни к чему. Но для теста можно попробовать, поэтому я попробовал. Тем более здесь такие завлекающие рекламные тексты написаны, что типа вообще все будет улет, поэтому можно было попробовать. Короче, как пользоваться? Надеваете резинку и сразу в бой не надо, не торопитесь. Где-то минуту подождите, за эту минуту вот этот вот анестетик бензокаин впитывается в головку, начинается эффект, и тогда уже можно в бой. Значит, друзья, результаты моего теста такие. Вещь эта, безусловно, рабочая, свои функции выполняет, но, однако, есть пара настораживающих моментов. Скажу сразу, что ощущения при применении данных резинок довольно-таки неприятные. Василий замораживается, ничего не чувствуешь, туда-сюда, короче, ничего не чувствуешь. Удовольствия, соответственно, никакого нет. Остается надеяться, что хоть женщине есть какое-то удовольствие. Но функции свои выполняет, продлевает. Из-за того, что Василий заморожен, он работает намного дольше. Ну, не буду прям врать, что намного, но на несколько минут точно продлевает. То есть вещь рабочая. Еще я могу сказать по отзывам других людей, у меня такого не было, но некоторые отзывы я читал, что вот на этот бензокаин может быть аллергия. Василий распухает, краснеет, но у меня такого не было. У меня все нормально. Только вот заморозка, конечно, адская идет. Но в принципе такой эффект и должен быть. В общем, вывод делаю такой, что свою заявленную функцию данные резинки Durex Dual Extase выполняют.
Эффект продления, безусловно, есть, хотя, может быть, меньше, чем хотелось бы. Но я, наверное, все-таки привык к примоксетину, который продлевает, уж так продлевает. Но не будем сравнивать простые резинки и специализированные лекарственные препараты. Это все-таки разные весовые категории. Короче, эффект есть. Правда, Василий находится в замороженном состоянии, ничего не чувствует, но долбиться при этом может немного дольше. В общем, вот такие дела. Надеюсь, на вопросы, связанные с вот такими вот резинками с эффектом продления, я ответил. Если у вас есть свои какие-то интересные истории по этому поводу, можете написать в комментариях, мы все с удовольствием почитаем. Ну а для тех, у кого проблема раннего оргазма стоит очень серьезно, я бы, конечно, данные резинки рекомендовать не стал. Для этого существуют все-таки нормальные современные лекарственные препараты. Здесь в данном ролике я это рассказывать не буду. Об этом у меня есть свой соответствующий ролик, длинный, полный, о том, какие препараты я использовал и что из этого вышло. Называется он «Как долго не кончать. Обзор препаратов». Посмотрите на моем канале. Ну а на сегодня это, пожалуй, все. Пишите ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете. Ставьте лайки, если вам понравилось. Ну и подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. И да пребудет с нами сила Тадалафила.